Помните мультфильм про рыбку Дори? На самом деле это история про всех нас. За последние десятилетия люди превратились в крошечных рыбок в безбрежном океане информации. Нам становится все труднее сконцентрироваться, мы все чаще переключаемся с одного дела на другое, все меньше читаем книг и все больше времени проводим за гаджетами. В этом видео я расскажу, почему помидоры помогут вам сконцентрироваться, что общего между регулярными перерывами и супергероями, и как улучшить свою концентрацию. Приятного просмотра! Если подумать, проще всего быть сконцентрированным. Это означает уделять внимание тому, чего вы хотите, столько, сколько вы хотите. Это звучит так просто. И все же мы знаем, что разум не подчиняется с готовностью, когда ему говорят обратить на что-то внимание. Ты пытаешься учиться, и все, о чем ты можешь думать, это твоя девушка. Возможно, ты думаешь, что она будет гордиться, если ты станешь умным человеком. Хочу тебя разочаровать. Вряд ли такое будет. Вам нужно закончить свою работу, но ваш разум погружен в фантазии о неловкой ситуации, возникшей накануне. Мы все проходили через это. Сидели за своим рабочим столом со срочным дедлайном и блуждающими мыслями, и несмотря на все ваши усилия, дела не продвигались. Вы мотивированы на это, но вы просто не можете сосредоточиться. Неспособность концентрации на текущей задаче – одна из болезней нашего времени. Порою кажется, что мозг так часто переключается с одной задачи на другую, что если бы это было олимпийским видом спорта, я бы уже давно получил золото на разных видах задач. Такого рода рассеянность – это просто нормальное состояние ума. И все же оказывается, что ваш мозг можно натренировать сосредотачиваться. Независимо от того, насколько сложно вы можете справиться со своим вниманием, если вы поработаете над этим, оно улучшится. А задумывались ли вы, что концентрация и продуктивность – это важные аспекты работы и достижения целей? Вот несколько распространенных заблуждений о концентрации и продуктивности, которые можно опровергнуть. Есть заблуждение, что многозадачность повышает продуктивность. Это не так. Фактически, многозадачность может быть вредной для концентрации и производительности. Переключение между задачами требует время и усилий, и это может снижать эффективность работы. Лучше сосредоточиться на одной задаче за раз и завершить ее, прежде чем переходить к следующей. Также некоторые считают, что большое время для работы приводит к большой продуктивности. Я знаю одного знакомого начальника, у которого эта мысль в голове постоянно. Правда, мы теперь с ним не видимся. Но оказывается, качество работы и эффективность не всегда зависят от количества времени, проведенного над задачей. Регулярные перерывы и правильное распределение времени между работой и отдыхом могут помочь поддерживать высокую концентрацию и продуктивность. Жаль, что начальнику этому это не дано понять. А еще есть такие индивидуумы, которые считают, что работа вечером или ночью более продуктивна. Но каждый человек имеет свой собственный циркадный ритм, и для большинства людей оптимальная концентрация обычно достигается в течение дня, когда они чувствуют себя бодрее и более энергичнее. Важно понять свои индивидуальные предпочтения и работать в соответствии с ними. А вот еще одно утверждение из моей рабочей биографии, которое гласит о том, что отсутствие перерывов и отдыха повышает продуктивность. И опять же, все не так. Регулярные перерывы и отдых между задачами помогают восстановить концентрацию и энергию. Они позволяют мозгу отдохнуть и переключиться на другую деятельность. Исследования показывают, что короткие перерывы могут улучшить когнитивные функции и способствовать более продуктивной работе. А дальше больше. Некоторые умы думают, что чем больше работы, тем больше результативности. Но нет, количество работы не всегда является показателем результативности. Качество работы и достижение целей более важны, чем просто занятость. Лучше сосредоточиться на приоритетных задачах и использовать свое время и энергию эффективно. Важно понимать, что каждый человек уникален, и то, что работает для одного, может не сработать для другого. Так что вот вам мой совет. Экспериментируйте с различными подходами и стратегиями, чтобы найти свой собственный оптимальный способ достижения концентрации и повышения продуктивности.
Вот вам наглядный пример. Знаменитый пловец, олимпийский чемпион Майкл Фелпс был человеком, который всегда преодолевал трудности. В детстве у Фелпса были проблемы с концентрацией внимания. Мальчишка был озорником, которому нравилось быть в центре внимания. «Я просто не мог усидеть на месте, потому что мне было трудно сосредоточиться на чем-то одном одновременно», – вспоминает Фелпс. Он часто терял фокус, отвлекался и не мог продуктивно работать. Реальную проблему заметила его учительница. Однажды на уроке он не смог сконцентрироваться на чем-то простом, запаниковал и устроил истерику. Сначала это было медикаментозное лечение. Однако по прошествии времени пловец решил изменить свою ситуацию и начал искать способы изменить подход к проблеме. Он начал с изучения научных исследований и литературы о концентрации и продуктивности. Он узнал, что концентрация – это навык, который можно развить и улучшить с тренировкой. Фелпс известен своим упорством в бассейне. В некоторые дни он проплывает 20 тысяч метров. Майкл начал применять различные стратегии и методы, чтобы улучшить свое внимание. Например, музыка и медитация помогают Фелпсу сосредоточиться на своих целях. Перед каждым соревнованием он проплывает разминочные круги, затем переодевается в новый купальник и надевает наушники на все 30 минут до начала гонки и слушает любимых исполнителей. Он начал практиковать медитацию, которая помогала ему успокоить ум и сосредоточиться на текущей задаче. Он также создал расписание и установил жесткие временные рамки для выполнения задач. Это помогло ему избежать отвлекающих факторов и сосредоточиться на важных заданиях. Майкл также осознал, что физическое здоровье играет важную роль в концентрации и продуктивности. Он начал уделять больше внимания своему сну, здоровому питанию и регулярным физическим упражнениям. Он заметил, что когда он чувствует себя физически сильным и энергичным, его концентрация становится лучше. Со временем он разработал свою собственную систему, которая включала в себя комбинацию этих стратегий и методов. Благодаря своему настойчивому труду и постоянной практике Майкл смог преодолеть свои проблемы с концентрацией и стать невероятно продуктивным. Он достиг больших успехов в своей карьере и смог завоевать 28 олимпийских медалей. История Майка Фелпса показывает, что с помощью настойчивости, самодисциплины и применения правильных стратегий можно преодолеть проблемы и стать невероятно сильным. Существуют упражнения для достижения внимательности при выполнении различных задач. И сегодня я познакомлю вас с одной из таких методик. Она носит название техника помодоро или техника временных интервалов. Это метод управления временем, который помогает повысить продуктивность и сосредоточенность. Она основана на разделении рабочего времени на периоды, называемые помидорами. Во время каждого помидора вы фокусируетесь только на одной задаче, полностью погружаясь в нее, а затем делаете короткий перерыв. Техника помодоро – детище Франческо Чирило, итальянского студента из 80-х, который искал способ сконцентрироваться на учебе, для чего утащил с кухни таймер в виде помидора. По сигналу таймера в конце отрезка приходит время короткого перерыва. Размер этих промежутков, или по-другому говоря, помидорок, варьируется, но стандартно это 20 или 25 минут рабочего времени и 5-10 минут перерыва. Тут главное следить за тем, чтобы промежутки времени не превращались в часы сновидений о том, что я приготовлю себе к обеду. Еще используют более длительный отрезок в 50 минут с 10-минутным отдыхом. Можно включать таймер самостоятельно или использовать специальные приложения. Кроме таймера пригодится бумага и ручка, чтобы отмечать проделанные достижения. На тот же листочек можно записать блуждающую мысль, которая пришла во время рабочего периода, или задачку, которая всплыла в памяти, а заодно пометить те самые отвлекающие факторы, к которым можно отнести бесконечные уведомления, перерывы на чай или чтение электронных сообщений. Это и будут разрушительные элементы поведения, которые мешают истинной продуктивности. Но и главное для этой методики – по умолчанию ты должен работать в тихом месте, где будет минимум отвлекающих факторов. От теории давайте перейдем к практике метода. Начните с выбора одной задачи, которую вы хотите выполнить. Это может быть проект, домашнее задание или любая другая проблема, требующая вашего внимания. Установите таймер на 25 минут и начните работу над выбранной задачей. В течение этого времени вы должны быть полностью сфокусированы на ней и избегать отвлечений. Также в течение этого времени работайте над целью, которую вы себе назначили, стараясь максимально использовать свое время и быть продуктивным.
продуктивным. Избегайте всех отвлекающих вещей. Когда таймер прозвучит, сделайте короткий перерыв в течение 5 минут. Встаньте, растянитесь, сделайте несколько глубоких вдохов или выпейте стакан воды. Это позволит вам отдохнуть и подготовиться к следующему помидору. И если это не помогло, попробуйте посмотреть видео милых дам. Это точно заставит вас захотеть вернуться к работе, потому что вы еще думаете, что одна из них хочет, чтобы вы стали умным. После короткого перерыва повторите циклы помидора. Обычно рекомендуется делать длинный перерыв после 4 помидоров по 25 минут. Техника помидора помогает вам сфокусироваться на задаче и использовать время более эффективно. Она также способствует предотвращению переутомления, поскольку регулярные перерывы позволяют вашему мозгу отдохнуть. Метод помидора может быть полезен для студентов, помогая им эффективно управлять временем при выполнении учебных заданий. Это поможет им сконцентрироваться на задаче, избегать отвлечений и улучшать свою продуктивность. Также иногда говорят, что он помогает им вырастить хорошие оценки. На рабочем месте методика также может быть полезна. Разделение рабочего времени на интервалы помидора поможет сосредоточиться на задаче, улучшить планирование и управление временем. Регулярные перерывы также помогут предотвратить усталость и поддерживать высокую эффективность работы. А еще регулярные перерывы похожи на супергероев, потому что они борются и поддерживают. В повседневной жизни, кстати, его тоже можно применять. Например, вы можете пользоваться им для выполнения домашних дел, для занятий спортом, чтения книг или изучения новых навыков. Разбивая свои задачи на интервалы помидора, вы сможете более эффективно использовать свое время и достигать своих целей. Важно отметить, что метод помидора не является универсальным решением для всех людей и ситуаций. Некоторым людям может быть удобнее использовать другие методы управления временем. Однако многие находят методику полезной и эффективной в повышении своей продуктивности и управления временем. Также остановимся кратко на других известных методах решения концентрации внимания. Есть, например, метод двухминутного правила. Эта техника предполагает выполнение любой задачи, которую можно выполнить за 2 минуты, сразу же, чтобы избежать накопления небольших задач, которые тормозят продуктивность. Но вот беда. Оказывается, что у меня нет никакой задачи, которую можно выполнить за 2 минуты, кроме, пожалуй, поедания 2 пельменей. Так что теперь я весь день сижу и думаю, какую еще задачу можно решить за 2 минуты, чтобы не просто есть пельмени. Можно еще заварить чай или рассчитать гравитационное воздействие на окружающую среду. А вот краткое описание методики порционного планирования. Нужно разделить задачи на более мелкие куски и установите себе жесткие сроки для их завершения. Это поможет вам сосредотачиваться на выполнении одной задачи за раз и делать это более систематично. Еще есть техника блокировки времени. В ней необходимо зарезервировать определенные части дня для выполнения определенных задач. Например, утренние часы можно использовать для самых сложных задач, когда ваш ум наиболее ясен и способен к концентрации. Лично я начинаю утро с самой тяжелой. Попытки вставить контактные линзы, чтобы утром видеть в цвете, а не как абстракционист в черно-белой палитре. После можно перейти к практике медитации и дыхательных упражнений. Эти методы могут помочь улучшить вашу способность сосредоточиваться и управлять стрессом, что в итоге улучшит вашу продуктивность. Будьте терпеливы и находите те методики, которые работают лучше всего для вас. Каждый человек уникален, и важно найти свой собственный подход к повышению концентрации внимания и продуктивности. Хотя практики концентрации внимания могут быть полезными, важно осознавать возможные трудности, с которыми вы можете столкнуться. Ваш разум может блуждать, и отвлекающие мысли могут возникать, особенно на начальных этапах. Возможно, возникнет нетерпение. Улучшение концентрации внимания требует времени и усилий. Не расстраивайтесь, если вы не увидите результатов сразу. Некоторые ощущают физический дискомфорт. Некоторые техники, такие как медитация, могут его вызывать, особенно если вы не привыкли сидеть неподвижно в течение длительного времени. Вы можете столкнуться с внутренним сопротивлением, когда пытаетесь сосредоточиться. Это нормально, но важно продолжать практиковаться. Помните про индивидуальные различия. То, что работает для одного человека, может не сработать для другого. Экспериментируйте с различными методами, чтобы найти то, что подходит именно вам. Если вы столкнулись с трудностями, не сдавайтесь. Помните, что развитие концентрации внимания – это постепенный процесс. Продолжайте практиковаться, и со временем вы заметите улучшение.
И в завершении давайте вспомним ключевые моменты о методиках концентрации внимания. Идентифицируйте отвлекающие факторы и устраните их. Практикуйте осознанность и присутствие. Используйте техники, такие как медитация и упражнения на глубокое дыхание. Помните, потенциальные преимущества улучшения концентрации приводят к повышенной продуктивности и эффективности, улучшенному принятию решений, снижению стресса и беспокойства. Попробуйте эти методики и поделитесь своими результатами в комментариях. Давайте вместе улучшим нашу способность концентрироваться и достигать больших целей. Всем спасибо за внимание, до встречи в следующих видеороликах и не забывайте подписываться на канал и ставить лайки этому видео, если оно было полезным и интересным. Пока!